нашими мудрецами было определено 20 пунктов совместимости, которые обязательно должен пройти. Но разрешалось 18 пунктов, если между мужчиной и женщиной совпадение есть, да, разрешали. Теперь 10. Вот, 10. То есть в 21 веке 10 показателей важны в 10, гороскопе. да. Даже сейчас уже говорят о 8. Уже даже мельчат. 8. Да, уже 8. Да. Хорошо, давай вот сейчас мы их перечислим. Что это за показатели такие, которые могут четко сказать, что... И вообще, что они говорят, эти показатели? Что они обещают людям? Ванакам, дорогие друзья! Добро пожаловать на подкаст «Масала Сатсанг по-индийски». Здесь мы делимся тем, чем живет настоящая Индия, ее культурой, духовностью и древними ведическими знаниями. В каждом выпуске душевные разговоры, ведическая мудрость и та самая магия, что витает в индийском воздухе. Я Ада Купой. Вместе с моим мужем Рамджи, индийским астрологом, мы приглашаем вас в этот душевный диалог об Индии. Эти показатели прежде всего говорят например, начну с самого важного сейчас в Кали-юге, это химия, да, сексуальная совместимость. То есть сексуальная энергия на первом месте. Да, одна из самых главных. То есть Лакшми будет, вот если Кумар ей понравился по всем ее критериям, да, в первую очередь она скажет, будет с тобой, допустим, встречаться, говорит, как у нас с ним там будет. Да, вон сразу видно. На натальной карте сразу видно. То есть этот виден факт? Да, конечно, видно. Это вот, допустим, она будет очень активная, допустим, а этот слабоватенький, сразу видно это. Ну, сразу говорят, что не надо женить. Ну, в общем, гороскоп говорит, что это важный момент. Это важный момент, потому что только если будет только хорошая сексуальная совместимость, ты можешь рожать, например, во-первых, будет дети. Да, это первое. Второе, но это тоже не самое главное, потому что возрастом вся эта энергия иссякает. И потом что? Все, 40 лет, все, давайте разошлись. Нет. Далее это компенсирует другие вещи. Ну вот давай, какие еще показатели? Какие еще другие вещи? Это повседневное общение, дневное общение, даже когда они... Так, первое сексуальное, второе? Смотрят совместимости бытовой жизни, да? Совместимости по дням. Какой день родился мальчик, какой день родился девочка. Эта совместимость важна, потому что чтобы днем они даже могут разговаривать. Если, например, днем, выходной день, один сидит на диване, играет в компьютер, а другая, например, кухне вечно готовит. Или наоборот, она сидит, ничего не делает, а он, например, что-то делает или там тоже валяется. Да? Они не общаются. Вот. То есть это коммуникация. Это коммуникация. Значит, нет общих интересов. Темперамент. Темперамент, особенно бытовой темперамент. Потому что есть люди, которые, например, любое дело очень сильно начинают раздражаться, сердиться, злиться и очень сильно ругаться, который может подавлять другого человека. И потом этот человек может накапливаться, это стресс. И потом это тоже может привести к краху. Как бы финансовое состояние. То, что в анкете написано, это одно, а то, что вот в самом деле в гороскопе. Потому что бывает так, что девушка бедная, но ей тяжело выдали замуж, и потом, как только она вышла замуж, у нее открываются фантастические возможности. Ну, то есть вот этот энергетический канал финансовый, да? Он просто открывается, и она зарабатывает. И семья, куда она вышла замуж, пришла, эта семья тоже процветает. И также бывает наоборот. Когда мальчик бедный, вот пришла к нему, вот, например, эта девушка, и все, у него в общем... Ну, то есть вот как раз опять возвращаясь к термину кармический брак, это что? Это когда сконнектилось две разные энергии. Да, это две разные энергии, положительные энергии. Ну, то есть они вдвоем дали положительный какой-то эффект. Да. Это к тому, чтобы кармический брак не всегда надо понимать в каком-то плохом контексте. Нет, кармический брак, это всегда нужно понимать именно в хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что, когда эти люди наслаждаются, когда что-то происходит хорошее, они и будут вместе
когда у них случается что-то тяжелое в жизни, они будут друг друга поддерживать. Хорошо, какой еще показатель важен? Какой еще очень важный показатель, это когда смотрят, произойдет ли какие-то серьезные несчастные случаи. Вот, например, после свадьбы, пример просто приведу, все хорошо, но пропустили эту совместимость, и через 3-4 месяца парень попал в аварию, да, и все, у него позвоночник сломан, он просто лежачий. Вот. Или она попала в какой-то, например, кухне, что-то готовила, случилось пожар, и все. Да? Ну, это какие-то такие прям Нет, радикальные. это радикальные вещи, это смотрится. Или, например, вообще через 3-4 месяца он, например, попал в аварию, он умер. Понимаешь? Это несчастный случай. Представь, молодой девушке. А как это можно в гороскопе увидеть? А посмотреть можно прекрасно, все это есть, все это можно смотреть математически, все это можно рассчитать. И даже есть такой способ, когда ты можешь одобрять брак, исходя из этих процентов отношений этой совместимости, даже если очень, ну, бывает так, что одна каста, родители одобрили, они сначала познакомились на работе, потом узнали, что они одной касты, так что бывает, пошли к родителям, сказали, папа, это же каста, одна деревня, туда-сюда, ну давайте женить. Гороскоп смотрят, какие-то есть, скажем так, расхождения. Далее этого тоже делятся определенные пути и ритуалы.